Короче, унюхал я, что Репринцев себе дом какой-то хочет построить, но я и подумал, я люблю билдить дома, сделаю что-нибудь интересное. Критерии были таковы, чтобы строился максимально быстро и без напрягов, отстрел какой-нибудь необычный и обязательное наличие МВК кубика и бункера в мейн. Дом-то я такой сделал, он мне даже понравился, но выживание в нем снял, угадайте кто? Харанс. Уж не знаю, как они там договорились насчет этого. Но такого исхода от его выживания я точно не ожидал. Но мне же лучше. Я теперь знаю все его минусы и готов вам показать его улучшенную версию. Все то же самое. МВК кубик, отстрел, много ящиков и, самое значимое отличие, возможность сделать качественную территорию с комбат-спавнами и турелями. По сути, этот дом — это совокупление дома печки от меня и дома Просперит последнего видео. Я в нем даже повыживать успел. Мне максимально зашел. Сейчас все покажу. Этот дом я усилил фишками, которые обычно используют кланы. Начнем с гейта. Находясь в нем, вы можете отстреливать тех, кто находится у вас на территории. А также, просто сломав соломенный фундамент, вы можете поставить дополнительный мультишкаф к дому. Это достаточно прикольная фишка, особенно если ты не любишь строить мультишкафы. Я не люблю и делаю так всегда. Если вас начнут рейдить по дверям, то по истечению времени вы спокойно сможете застроиться. И даже останется еще возможность пострелять. Ну а если они решат пойти через стенки, то это будет их ошибкой. Мало того, что дальше они пройти не смогут из-за печки, и от нее придется избавляться, так еще будут и турели, которые будут помогать вам в защите вашего дома. Но и вы должны быть не крипом. Именно поэтому, вместо того, чтобы идти на скучный AimTrain, я советую скачать бесплатный и динамичный онлайн-шутер в мире альтернативного будущего Battleteams 2. Самое важное — это PvP сражения. И тут есть огромное количество всевозможных режимов, например, командный бой и разминирование бомбы. А такие режимы, как зверобой и наживы, точно придутся по вкусу тем, кто ищет что-то новенькое. Кстати, недавно в обнове добавили и режим PvE, который можно проходить втроем с друзьями. Тут сразу 3 новых режима, которые не оставят вас равнодушными. В них вам придется файтиться со скилловыми мутантами, проходя сюжетные миссии, где вы узнаете чуть больше о внутреннем лоре, вылазки, за которые вы получите уникальные награды, и экспедиции с непростыми задачами. Отличная графика — залог успешной игры, и здесь даже не стоит говорить о том, что она здесь на уровне. Вы и сами все видите. Оптимизация здесь тоже не подкачала, поэтому мощный ПК не нужен. Ледяные замки, огромные пустыни — в этой игре вы испытаете абсолютно новый игровой опыт, который хранит в себе множество секретов. Тебя ждет внушительный арсенал всевозможных пушек, а также возможность детальной кастомизации. Каждый ствол по-своему уникален, и я уверен, ты найдешь то, что понравится именно тебе. Залетайте сейчас, чтобы первыми опробовать новый сезон PvE. Переходи по ссылке в описании и скачивай игру в VK Play. Вернемся к домику. Как вы поняли, в этом доме турелей действительно много. И в этом видео я покажу, как подключить абсолютно всю электрику в этом доме максимально дешево. Этот дом полностью симметричный. С двух сторон у нас находятся гейты, ну а между ними находится комбат-спавны. Убить в такую маленькую щелочку вас будет весьма сложно. Вход в сам дом у нас всего лишь один, и ведет он сразу на второй этаж. У этого дома сразу несколько преимуществ. Самое значимое — это то, что при наличии ресурсов на билдинг этого дома у вас уйдет, минут 10. Поначалу вашего выживания этот отстрел будет вам очень помогать, но и потом этот отстрел не станет бесполезен. Вы сможете байтить кланы на рейд, вон один уже добайтился, но у вас-то территория будет, вы даже сможете пофайтиться. Об огромном количестве ящиков, я думаю, даже говорить не стоит. Тут только под отстрелом честов больше, чем у некоторых во всем доме. А у вас-то еще и атмосферный чердак есть. Еще и двери здесь можно поставить, снаружи их вообще не видно. В общем, выкидывать лут на землю не придется. Основа этого дома 2 на 2, и я уже один раз повыживал в этом доме. У меня, кстати, была такая же планировка в доме, как сейчас вы видите. Нас было 3, было удобно. Кушает дом тоже фигню. Это, если что, все внешние постройки приконнекчены к дому. Ну и МВК кубик, куда же без него? Не знаю, почему я раньше его в выживании у себя никогда не юзал. Но вообще фишка нужна. Я прям на постоянке ее использую. Не жалуюсь. Основа этого дома 2 на 2 с треугольниками. Я рекомендую билдить дом где-нибудь на возвышенности, чтобы когда вы начали обноситься стенками, они у вас были как бы ниже и не закрывали отстрел. Я буду улучшать все в конечный вариант. Вы же можете делать все постепенно. Начальная стадия этого домика полностью подходит для комфортного выживания. Печки, верстаки, спальники
дворики, есть место для всего. Место под всякий мусор, правда, пока не будет. Поэтому если ваш тиммейт там разряженные йоки любит складировать, то вам придется выставить его за дверь. Ну или фармить его отправить, чтобы расшириться. Чем мы сейчас и займемся. Здесь без каких-либо сложных манипуляций, просто по окантовке 2 на 2 застраиваем стенками. Но на втором этаже потолок не надо ставить, потому что там в ближайшем будущем будет подъем на чердак. Ну и двери здесь у вас тоже пока не будет, потому что гаражки пока нет, через двойную дверь не выйти, поэтому дверь-то ставим, но повыше. И вот, обратите внимание, что я потолок над дверью не стал ставить, у вас должно быть так же. Прямо под подъемом у вас будут дополнительные сундуки, именно там и можно сложить разряженные йоки. Попадать внутрь дома можно через солому. На первое время, я думаю, терпимо. Далее, если вы хотите, чтобы домом было удобно пользоваться, нужно посмотреть внимательно. Мы ставим одну стенку сразу напротив подъема и одну стенку в этом месте. Всю остальную площадь заставляем просто двойными дверями. В будущем одна дверь это у нас будет выход из дома, а остальные 3 это будут выходы на наш отстрел. Делайте так, чтобы двери открывались как бы внутрь, так будет удобнее. Но там мало ли убьют, закрыть будет легче, ну вы поняли. Но и снаружи выглядит как-то так. Если прям хочется здесь еще один бункер, то можно поставить офсет, но это вообще не обязательно. Я не стал его использовать, потому что большей части моей аудитории такое нафиг не надо. А если все же надо, то на ютубе есть полно роликов, как запихнуть офсет бункеров 2 на 2. Если же вам нужно конкретно строительство от меня, с моими комментариями, то переходите на Бусти, ссылку оставлю в закрепленном комментарии. Абсолютно все средства пойдут на создание моего строительного сервака, где абсолютно каждый сможет без лагов оттачивать свои навыки в строительстве. Все для вас, но не без вашей поддержки. Спасибо. Также напомню, что если тебе интересно выживание в этом доме, то его снял Харанс. Ссылку на его видик оставлю в описании, потом обязательно глянь. Теперь самое сладкое в этом доме. Отстрел — это вообще самое простое, что я когда-либо строил. 3 треугольника, туда 3 полустенки, потом 3 бортика, накрываем треугольными фреймами и ставим треугольные крыши. Казалось бы все, но так-то оно так и есть. Добавляем полочку, на нее костер и можно уже отстреливаться. Не очень безопасно, правда, и вас здесь могут с двушкой подождать, но эта проблема попозже уйдет. Дрень вот эта. С двух сторон нам нужно сделать то же самое. Но почему не с оставшихся 3, если дом-то симметричный? Объясняю, потому что с одной стороны у нас будет основной вход в дом, и там нужно будет сделать немножко по-другому. Прям по центру, снизу, мы должны поставить заготовку под треугольный люк. Это и будет ваш основной вход в дом. А так, в целом, если не считать этого момента, то строится все аналогично. И вот когда вы со всех сторон все сделали, можно уже снимать двойные двери. И вот теперь уже можно сказать, что у вас полноценный отстрел. Добавляем потолки и используем на максимум. Мы, кстати, когда играли, даже с такого отстрела вертолет сбивали. И не знаю, баг это или фича, но вертолет вообще выстрелами не попадал. Но напротив, с залпа с ракет мы отлетали на раз-два. Ну, в общем, я это к чему? Будете играть, попробуйте сбить вертолет. Если действительно он выстрелами не дамажит через этот отстрел, то это вообще имбуля. Новые скины, которые добавили в отстреле, не используйте, а то тогда в нем смысла не будет, потому что там нету вот этого как бы заграждения. Также смотрите, на монтаже уже заметил, сюда, где мы сейчас находимся, можно пролезть. Чтобы запретить им этого делать, нужно именно внизу поставить дополнительную дверь, то есть уже сделать как бы полноценный вход в дом, какой у меня был на румтуре. Ну а временный подъем будет через солому. Пользоваться достаточно удобно. Если что, можно сломать. Отстрел вы сделали, территория пока не планируется, значит надо расширяться. Снаружи все это выглядит так. Далее смотрите, с каждой стороны мы добавляем одну треугольную буферку, чтобы абсолютно везде до нашей основы 2 на 2 было как минимум 2 стенки. Только стенку посередине случайно не застройте, потому что, например, с этой стороны у нас будет дверь, у нас тут будет вход в дом, а вот уже с остальных сторон там будут турели. Подниматься можно через печку. Кто-то скажет, что можно поставить люк, но я не люблю. Во всех как бы углублениях в дом у нас будут стоять турели. Как их подключать, я покажу попозже. Пока у вас их нет, можете просто воткнуть двери, чтобы ее руки не знали, где им сидеть. Если уж на то пошло, то даже за место печки можно использовать в качестве подъема тоже турель. Но скажу сразу, запрыгивать будет чуть-чуть посложнее. Основу дома вы сделали. Молодцы. Снаружи типичная 2 на 2. Теперь давайте сделаем имбовую территорию. Там, где у нас вход, и с противоположной стороны у нас будут располагаться комбат-спавны. Строятся они максимально просто. Самое главное, случайно не улучшите первый соломенный фундамент, потому что мало ли после просмотра моего видео вы захотите мультишкаф построить, а сделать это будет очень просто. Я покажу. Последнее, что нам осталось сделать в комбат-комнате, это поставить бойницы и добавить как бы полку посередине окна, чтобы пиксель поменьше сделать. Ну и не забывайте, дом у нас полностью симметричный, а значит, с другой стороны мы должны сделать то же самое. Если вас интересует, почему я сначала решил строить комбат-комнаты, а
не сам вход на территорию, то я скажу, что дополнительное место спавна, а тем более кровать, это очень важно. И чем раньше она появляется, тем лучше. Пусть даже территории у вас нет, а кровать будет, это очень хорошо. Вот какого-то такого мнения я на этот счет. Турели ставьте по возможности, подключение я попозже покажу. Теперь между нашими комбат-комнатами мы должны поставить уже вход на территорию. Единственное отличие, что за место одной стенки у нас будет двойная дверь. В остальном прям вообще без изменений. Строится быстро, стоит недорого, мне прям очень этот вариант понравился. Ну и симметрия. Дом выглядит красиво, это прям кайф. Стенки я сейчас попозже тоже покажу, как красиво надо поставить. Ну и если вы с одной стороны гейт закончили строить, то с другой стороны у нас все то же самое. Мультишкафы с вами тоже попозже обсудим. По поводу стенок я бы рекомендовал ставить деревянные. Чисто с эстетической точки зрения они выглядят лучше. Да и с ними велик шанс, что вас начнут рейдить именно через них, а это будет максимально невыгодно для рейдера. Поэтому я бы и оставил их деревянными. Около наших турелей нужно поставить сначала вот такие деревянные фундаменты, хотя бы деревянные. Потому что после того, как вы поставите стенку, этот фундамент может не поставиться, а он нам потом очень понадобится. Деревянную стену я выровнял по стенке, которая была слева. Потом, не трогая мышку, ее установил, и потом таким же образом ставлю следующую. Ваш ориентир, это между ними должен быть угол 90 градусов. Потом между этими деревянными фреймами, вот мы заготовки сделали, мы должны поставить большую печку. Ставится она именно отсюда, с другого места не получится. Ну и потом проверьте обязательно, что здесь нельзя нигде пролезть, там сетки поставьте. И уже на этом моменте можно улучшать вот эти фундаменты в камень. С других сторон мы делаем абсолютно все то же самое. У меня в выживании даже на максимально кривой поверхности не возникло проблем. Ну и я как бы забыл эти фундаменты поставить, но вы поставьте обязательно. Даже несмотря на то, что они у меня сейчас ставятся, у вас может быть по-другому. Мало ли вы любите, когда все красиво и прям долбить будете, я этого не хочу. Ну и когда вы уже все сделаете, ваш домик будет иметь такие очертания. Однако к вам можно будет пристроиться, как видите. Именно поэтому я рекомендую ставить по 2 колючки на каждый гейт. Чтобы они ставились, нам нужны дополнительные потолки соломенные. Как колючки установите, эти потолки можно сломать. Сделать такой прикол нужно с каждой стороны. То есть в сумме вам понадобится 8 таких баррикад. Это, если мне не изменяет память, 16 лезвий. Теперь касаемо электричества. Электрику я рекомендую размещать там, где у нас вход на территорию. Большому аккумулятору нужно питание с одного ветряка и 2 солнечных панелей для 9 турелей. Также, это следовало бы сделать раньше, мы уже давно можем здесь закрыть наш чердак крышами. Ставятся они снизу, потом можно улучшить сверху. Чердак можно делать, если что, до того, как вы начали строить территорию. Здесь как бы разделительную стенку ставите и потом фреймы под двойные двери. Как правило, до этих сундуков на рейде не добираются. Вообще, чем больше будет в доме гаражек, тем лучше. Но везде их ставить тоже не стоит, потому что гаражки имеют свойство быть постоянно открытыми, а значит вас могут весьма легко задипать. Поэтому хотя бы парочку двойных дверей оставьте все же. Для тех, кто не понял, смотрите, вот именно в это место ставятся турели. При желании их даже в 2 слоя можно поставить. Но я бы, честно говоря, так не делал. Толку от этого не очень много будет. Всего у нас получается 8 турелей на территории и еще 4 турели в доме. 2 ветряков на это дело хватит с головой. Эта турелька здесь тоже неплохая. Согласитесь, полностью законченный дом выглядит очень привлекательно. Для турелей вам нужен большой аккумулятор и один средний. И сейчас я вам покажу всю схематику подключения этих малышек. 9 турелей на большом аккумуляторе и 4 на среднем. Начнем с 9. Ставим переключатель, черный бренч и 4 разветвителя. Нет, это не очень много, сейчас все увидите. От аккумулятора питание на переключатель, от переключателя на бренч, на нем выставляем 96, левый вход, тянем на первый разветвитель, у него есть 3 выхода и мы подключаем еще 3 сплиттера. И уже с этих сплиттеров мы подключаем непосредственно сами турели. Все 9 турелей будут у вас на территории, так что их я предлагаю запитывать именно от мейн аккумулятора. Как видите, они все заработали, значит я все сделал правильно. Если провести анализ, у нас даже 2 свободные единички энергии есть, можно лампочку запитать. Далее средний аккумулятор, нам понадобится также переключатель, уже 2 бренча и 1 разветвитель. От аккумулятора в переключатель, с переключателя на бренч, на нем выставляем обязательно 31, это энергия, которая будет через него проходить, левый порт в разветвитель и подключаем турели. Далее берем правый порт и тянем в следующий бренч, там выставляем 10 и подключаем последнюю турель. Дергаем переключатель и наблюдаем. Звук появился, значит без ошибок. В этом случае у нас, кстати, в запасе сразу 6 единичек энергии. Какой-то полурак, Сейчас смотрю, блядь, скопать. И клешни, и это хуй я ебал.
Ну и теперь мультишкафы. Чтобы его сделать, вам всего-то навсего нужно сломать вот этот соломенный фундамент, потом поставить 4 квадратных фундамента, треугольник, и на этот треугольник можно устанавливать шкаф. Вот самый простой мультишкаф на одну ракету. Если вас интересует что-то посерьезнее, то вот вам полный гайд по мультишкафам от меня. Обязательно посмотри.